Всем привет, дорогие друзья! Мы встречаемся с вами снова на хуторе. Первое окно, на 90% уже будет готово, но уже не будет побитое. У нас тут почти каждое побитое. Мы уже привезли 3 форточки готовые и одно, вот это второе внутреннее стекло, но оно на другое окно, на то, потому что нам, когда мы доставали эти форточки, нужно было этим закрыть. То есть мы будем сейчас чередовать, забирать форточки из какого-то другого окна. Второе вот это вот окно, которое для утепления. Сейчас будем это чистить, гвозди доставать, вставлять сюда форточки. Но вот я сейчас вспомнил, что у нас на верхнюю, вот эту вот раздвижную, которая форточка вот так поднимается, нету завес верхних. Но я думаю, что, знаешь, как мы сделаем? Сейчас будем доставать ту форточку, оттуда завесы поставим сюда, а поедем где-то в город и попробуем найти такие же завесы или похожие хотя бы, и поменяем, целым комплектом получается. Правда? Да. Так, примеряемся. Вот тут, наверное, отсюда. Да, этот пока мы не ставим. У нас же тут форточка ремонтировалась. И я не знаю, станет ли она вообще сюда. Все будем мерить. Но, как бы я ее делал по тем размерам, которые были, и приравнивался ко второй форточке, потому что нижняя часть, вот это вот, вообще вот она тут. Да, она новая. была сломана вообще полностью. И плотно так стало, слышишь? Хорошо так стало. Единственное, нужно штапики вот эти поснимать. Но в любом случае вот этот буду снимать, сюда завешу надо будет. А вторая, вот это. Ну-ка. Тут тоже нужно завесы посмотреть. Тоже стало. Там мешает.
Супер. Стали хорошо. Единственное, вот эти завесы под штапиками нужно подремонтировать. А так стало. Что получается? И остальные получится сделать самим? Конечно. Сейчас я их еще Сделаем их сами. Не знаю, как будет дальше. Вот эти хорошо отремонтировать. То есть комплект получилось сделать, ну, не так сложно. Поэтому будем ремонтировать, а там, когда будет возможность у нас сделать все окна новые, сделаем. Но я думаю, что нам это не будет надо будет. нецелесообразно, и смысла в этом, правда, нет Конечно. никакого. Ты сейчас все Сейчас поремонтируешь. ремонтируем, потом это все покрасится, они будут вообще красиво. Они даже Да. не звенят. Супер. 3 окна. Все окна здесь, все стекла здесь менялись вот в этом комплекте. Мгм. И во второй раме тоже 2 менялось. Вот. Тут завесы нужны. А так, в принципе, до, как было, и после. Мгм. Да? Да. Вообще 2 разницы. Мгм. И они уже смотрятся совсем по-другому. Возьми их покрась, и будет вообще замечательно. Конечно. Поэтому будем делать сами. Все делаем сами. Да. Исключительно. Здесь еще, кроме твоих и моих рук и детей, ни одна рука не Мгм. цеплялась, ничего. У нас и как бы такая и цель У нас преследуется. такая цель преследует. Все да, полностью что самим. здесь вот как оно было, с нуля просто создать такой свой маленький уголок. Мгм. Из того, что есть. А дальше, если уже какие-то будут такие проекты, которые будут нам там не под силу, ну тогда мы уже будем привлекать каких-то специалистов, какие-то другие силы. Ну, единственное, там доставки вся, и то песок мы даже сюда машиной доставить не можем. Ну, Привозили, когда заливали площадку под дровник, я привозил песок с прицепом с дома, деревни. потому что сюда не привезти. Кто помнит, посмотрите старый ролик, мы оставим его в описании, что тут происходило. Там машина забуксовала, ей негде было развернуться, высыпали вообще песок на дорогу, потом она сама себе пробивала дорогу. Ну, это ужас был. Сюда ничего доехать не может, поэтому мы даже не рассматриваем те варианты, что сюда нам привезут доски там какие-то, что-то еще. Все везем сами. не, ну я надеюсь, как-то в дальнейшем, может, мы Сделаем. что-то подсыпем. Я даже не знаю, что нам сделать, чтобы нам что-то сюда могли Я не знаю, доставлять. что сюда. Тут негде развернуться. Это тупиковая дорога, дальше жизни нет. Озеро, Всё. лес глухой, Да. где лоси. И там такой пятачок, я не знаю, как он тогда там развернулся. Вооруженный бы он там не развернулся. Нет, Всё, он бы там ушел, снял. Мгм. ушел бы. Да. Ладно, давай сейчас эту форточки эти снимаем, ставим второе окно, второе забираем, сразу загрузим все в машину. Давай. И я дверью занимаюсь. А ты что? Ну, я думаю, может, мне печку добить. Ну да, добивай печку. Этот Если мусор будет время, как-то еще чуть выгребать. порежешься. Да. Мгм. Не знаю, зима это или весна. Какой Новый год? У нас цветы всходят. Не, ну я смотрела, вроде как обещают уже морозики немножко. А что это за цветы? Тут луковицы какие-то. А ты думаешь, я помню? Водосборы, наверное, вот эти. Помнишь? Такие тут много были. Мгм. Я уже не помню, если честно, именно тут какие. Но вроде они. Да, это будут они. Но они вот тут везде посажены. Ну и тут, видишь, зашли.
А надо пойти лук мой посмотреть. В прошлый раз были, лук у меня не взошел. В деревне взошел уже хорошо, а здесь нет. Хотя я здесь посадила раньше. Тут вот вообще единичные такие случаи. Там. Но вообще наши зрители писали, что ничего страшного с ним не будет. Что все будет нормально. Он не замерзнет, он перезимует и все, и будет прекрасно расти. Ну, давай подсыпем, как баба подсыпала в деревне. Ну, может, какие? Ну, тут оно вот только-только. Ну так он сейчас через пару дней вылезет весь у тебя. Ну, давай, сейчас чуть-чуть подгребу. Я не знаю, как ты, но я уже как-то соскучился по грядкам. Если честно. Ну, да. Но мне, если честно, хочется. Ты сейчас так копошишься там в земле, и мне так как-то так приятно так Мне стало. хочется, знаешь что? Так тепло. Мне хочется выйти утром, пойти в свою теплицу и сорвать эти маленькие черики, Ну нарезать листочки салата, рукколы, да, шпината, сделать яичницу со шпинатом и с этими маленькими чериками покушать, правда? Салатиком. Мгм. Аж эти... Аж слюни потекли. Так тепло стало. Ты так тепло рассказала сейчас. Ну, так вкусно. прям. По-летнему как-то. Вообще, прям хочется, да. Хочется наших вкусных помидорчиков, огурчиков. Скоро будем сажать зеленуху. Все Нового года? Кстати, да, получается, в конце января мы уже начнем сажать рассаду. Перца. Я все куплю семена. Остался месяц, короче, и все, и понеслась. Да. Начнется огород. А потом нам надо будет с тобой рано высадить лук на перо в теплицу. А надо будет высадить редиску. Надо будет высадить салатики, шпинат. Короче, я уже все. Я уже сажаю. Ты что, надо делать какие-то стеллажи дома или что? Чего на окна? Ну, на окнах не все поместится. Мы же теплицу новую не покупаем еще. Я не знаю. Ты первый раз сейчас сказала про это после долгого перерыва. Я не знаю, мне не надо, им не хватит окон. Я уберу цветы с окон наших и все. Им не хватит. Хочется вот, да, вот прям. Ой, все, у меня аж видик вот зеленого лучка, вот этого вот с яичком, салатик еще, боже. Уже вот, когда закончился такой летний сезон, и мы сейчас особо овощи не покупаем свежие, да? Вот мы едим закатки, там помидоры, что я накатала, огурчики, там капусту мы едим квашеную. Не хочется вот еще пока так сильно вот этой прям зелени. Ну вот уже сейчас поговорила, и прям захотелось. Салатика со сметанкой, с огурчиком, с помидорчиком, короче, все. Зачем ты начал? Как сейчас работать? Сейчас буду только думать об этом. Это 98. 43 где-то.
ну да, это середина. Еще раз. 90. Знаешь, не супер легко, потому что оно так вроде идет, по волокну идет, а потом так в сторону может уйти, чтобы тут нигде не вылезти. Но стамеска, вот, я большой пробиваю вертикальные, а вот эта ширина стамески ровно под замок. Вот. Мне так хорошо, я бока пробил, а потом выгребаю, и вот она как раз мне как надо. Точно, да, я так угадал с замком. Точнее, со стамеской. А так вообще, знаешь, такое интересное занятие. Смотри, это ж кафель. Это ж не Ничего себе кирпич. ты добилась. Еще один секрет. Ну, она так тяжело чистится. Она отсыревшая. Вот эта глина на ней. Тут на кафеле Ты уже зачистила все почти. Тут на кафель вообще нанесено чуть-чуть. То Ну есть потому тут что нету- его просто замазали, он, наверное, дымило оно сильно, Ну. может, с этой стороны. И тут, все. видишь, чуть-чуть обвалилось, будешь чинить. А вот тут вот, где кирпичи, вот это все прям таким слоем намазанное, ну вообще так тяжело. Сбить, счистить, оно сырое. Ну не сбивается.
есть маленький недочет. Нам нужна шлифмашинка с наждачкой крупной, где-нибудь 60-ка, наверное. Потому что угол немножко цепляет. Вот так. Это работает. Все, мы закрыты. Проверяем, можем ли мы открыть. Все, супер. Ну вот ручку, чтобы не разломать, надо обязательно в следующий раз приехать сюда с наждачкой. Все, мы закрылись. И пошли на важное дело. Да. Мы себе поставили задачу быстро сделать. Ты печку убила. Я быстро сделал дверь. Куда мы идем? Правильно. Смотреть бобров. Выдр. И выдр, андатор, внутри, кто у нас там живет, мы еще пока сами не знаем. Мне так нравится открывать ее. У меня с первого раза, можно сказать, получилось. Все, подрегулируется, ее нужно почистить со всех сторон, и она будет вообще хорошо работать. Обработать и покрасить. Да, обработать еще сегодня. Обработаем ее, а в следующий раз уже покрасим. Пошли. Пошли. Все, наверное, думают, что я забыл про спор с Кириллом насчет нашего лишнего веса. Нет, друзья, мы начали с Яной этим усиленно заниматься. Особенно в тот период, что сейчас куда ни посмотри, не зайди в какой магазин, везде много всяких вкусностей, много всяких соблазнов, все хочется попробовать. Особенно вечером под какой-нибудь сериальчик, либо под какое-нибудь кино. И мы тоже начали с Яной разбираться, что же нам делать, как вот нам это все совместить, то, что она любит готовить, я люблю это все пробовать, и как нам похудеть и держать себя в таком оптимальном для нас весе, чтобы себя хорошо, здорово чувствовать. И мы остановились на бренде натуральных продуктов для похудения и здорового образа жизни Горчибао. По утрам мы любим пить кофе и плотно завтракать. И утреннее кофепитие мы для себя заменили на утреннее пробуждение. То есть есть чай, он называется Detox Extra, в состав которого входит каркаде. Также семена расторопши ускоряет регенерацию печени и защищает организм от токсинов. Александрийский лист улучшает обменные процессы и моторную функцию кишечника. Трава тысячелистника обладает широким антисептическим и восстанавливающим действием. И каркаде повышает давление и помогает взбодриться. Мы их пьем за 30 минут до завтрака. Готовится он очень просто. Заливайте его водой, даете ему настояться 2-3 минуты, и напиток готов к потреблению. У меня здесь 3 разных вкуса. Это прям набор 2+1. То есть платите за 2, третий идет в подарок. Это мягкий детокс-чай для ощущения организма, снижения отеков, ускорения обмена веществ и улучшения пищеварения. Чай помогает вывести токсины, уменьшает чувство тяжести, слегка снижает аппетит, улучшает работу печени и дает энергию. И главное, действует мягко и без агрессивных эффектов. Пока готовится чай, расскажу еще то, что наш вообще день делится на целый процесс. Утром мы пьем бодрящий чай, в обед это Горчибао дренаж, концентрат сухой пищевой для приготовления обогащенного напитка. Выводит лишнюю жидкость, снимает отечность, контролирует объемы тела, ускоряет обмен веществ. Порошок красных водорослей восполняет дефицит микроэлементов и уменьшает отечность. Декстроза нормализует работу нервной системы и дает заряд энергии. Таурин нормализует метаболизм и работу сердечно-сосудистой системы. И комплекс витаминов С, Е,
А, D3, H, витамины группы В. Так как я и чай, и кофе постоянно пил с сахаром, то вот этот вот чай, именно каркаде, да и другие тоже, я пью без сахара, и мне очень нравится. Поэтому тут даже при помощи вот этого всего ты отказываешься от самого страшного, это сахар. Ну, потому что они очень такие вкусные, Да, насыщенные, они вообще вкусные, на самом вкусные деле. И он чаи. бодрит прям, ты прям чувствуешь прилив энергии. Даже в течение дня, вот после обеда можно его попил, и все, и тебя не сушит, так как от кофе. Мы еще перед сном пьем магний растворимый. Особенно Яна может про него рассказать, потому что у нее постоянные судороги. Для меня магний вообще прям очень важен. Я его всегда пью курсами, потому что у меня есть такая проблема. У меня сводят судороги в ногах, и это уже длится давно, поэтому магний я принимаю на постоянно. Как только начинаю я пить магний, сразу эта проблема уходит. У меня, получается, идет нехватка большая магния в организме. Магний очень важен в жизни человека, так как магний участвует более чем в 80% биохимических процессах организма. Он нормализует сон, повышает стрессоустойчивость и работоспособность, регулирует тонус сердечно-сосудистой системы и укрепляет кости. Бренд более 10 лет на рынке, сотни тысяч отзывов. Вся продукция сертифицирована. Сырье премиальное и зарубежное. Производство в России, цены адекватные. Работают комплексно и безопасно. Продукты есть везде. Валберис, Озон, Золотое Яблоко, Перекресток, Окей. Поэтому, если вы хотите провести зиму спокойно, без стрессов, тяжести перееданий, пробуйте то, что реально работает. Это дренажи, чай, магний. А ссылку на продукцию Гуарчибао мы оставим в описании. Переходите, смотрите, там каждый найдет то, что ему нужно. Никто не плавает. Ну и что-то я смотрю, как будто камеры нету. А что, ее забрали, что ли? Было отсюда видно этот ремешок. Но ты вроде так прикрепил, но не должна была упасть. Что, держи, смотри. Ну, жалко, почему она не плавает? Я ее хотела увидеть. Не, она должна быть каждый раз. Да. Ты пришла сюда, Да. и ты плаваешь. А что ты хочешь сказать, что мы вот один раз ее вот так вот всем сняли и все? Я на нее посмотреть хочу. Я посмотреть на нее хочу. Сняли 1,5 раза, видели 2 раза. Ну, так хочется видеть вживую. Пошли камеру смотреть, камеры нету. Пошли. Есть. Если она чуть не упала, если это действительно чей-то дом тут, и там они кто-то питается, то ее мы по-любому сняли. И я думаю, не один раз. Я очень надеюсь. Поэтому главное, чтобы камера сейчас записала. И в прошлый раз как-то у нас не все супер гладко получилось. Работает. Сейчас. Сколько у нас? Было 8. 14 элементов. А было 8. Ну так это может наши какие-то тут эти. Нету ни одной записи. Есть только те записи, которые мы вот на том дальнем дереве ставили. Вот там какое-то движение.
короче, не заснял. Я не знаю, может далеко было, может что, я не знаю. Нету. Или она не плавала здесь больше. Сколько у нас не было? 2 дня? Мгм. Не может быть, чтобы она тут не плавала. За 2 дня. Надо, значит, куда-то туда поползти вешать. Ага, вообще что ли? А как? Ну так мы же должны расследование проводить. Какие-то пузырьки там. В этом месте? Нет, вот там, возле той коряги. Вот здесь, близко, возле берега были. Ты чё, куда ставим? Будем ставить. Вот тут проход есть. Получается, вот она как-то так лазила. Ну тут бобер, наверное, тут лазит. Есть, короче, проход под вот этими корнями, которые тут дерево упало. Он тут ползает. И вот тут с краю корень такой есть. Мы сейчас на этот корень его поставим. А он мешать не будет ползти? Да. Нет. Он даже ее не увидит. Сколько пузырьков? Это в прошлый раз мы вот именно так по пузырям я увидел, как выдра всплыла. Вот эти пузырьки исчезли, она дышала, получается. И так эти пузырьки бежали. Ты, короче, предлагаешь на проход. Ну вот смотрите, На выход с воды. есть такой пенек, а вот тут вот прям видно, что вот Там она хатка. выходит вот там, а там у нее хатка эта. И тут палки валяются. И вот так вот она вот тут ползает. Вот сюда, да? Да, так. И вот так пошла. Но мне кажется, тут будет лучше. Нет? Не факт, что она там через ту нору пойдет. А здесь прям спуск на воду. И прям видно, что тут выглажено. Писало много зрителей, то, что это выдра. Да, приехав домой уже вот с этими всеми эффектами мы приблизили, и хвост не как у бобра. Но хатка построена? Построена. Вы посмотрите, потому что многие писали, что вы там говорите, что какой-то бобер, но кто ж съедает вот так вот, стачивает эти все кустарники, вот эти все ветки, но оно же видно. Свежесточено, вот, свежесточено, и хатка же построена, а выплывал к нам не бобер, потому что хвост у него был не плоский, а длинный, как у крысы. Длинный и волосатый, как Да. у крысы. Это Он была был выдра. толще, Но а потом бобер здесь типа по-любому толще. живет. Вот, И поэтому, не один может. поэтому бобер, ну, явно есть. Еще писали, ну, нутрия и андатра, да? Угу. Кто из них бобровый? Внутри, наверное. Вот. Кто-то вот из них есть как бобер, разновидность бобров. Но как-то нам на мордочку не похоже на тех, что писали. Да, там зубы тоже у нее видно. А у выдры нету зубов. Здесь как-то мордочка Она была такая, как у морской тюленя. котик. Такие ноздрички. Да, да, да. Такие вот. Ну вот я надеялась, что мы сегодня ее также увидим близко. Нам-то разглядеть лучше вживую. Вот, поэтому остается загадкой. И хочется снять, да? Все-таки кто же здесь у нас на Лесном озере обитает? Лебеди были, цапли были. Говорили, что тут живут черепахи, но мы их тоже с вами не увидели вживую. Надеюсь, что тоже у нас получится вам снять, да и нам посмотреть. Ну и будем вести расследование. Где же этот бобер? И что они на самом деле с выдрой или с кем они живут? В общем, вот так вот. Поэтому и не совпадение. Ну, вживую, ну вот скажите, много кто видел? Вот я бабушке с дедушкой свои вопросы задала. Они прожили уже достаточно длинную, долгую жизнь. И бабушка сказала, что она вживую ни бобра, ни выдру, ни лося, ну, не видела. Там лису видела, кабанов диких в лесу видела. Ну, получается, может, я ж не спорю, может, кто-то видит их там часто, может, где-то живет возле какого-то водоема. Вот, но мы не видели. Для нас это было впервые, поэтому вот
такие эмоции, такое удивление, ну, как-то так. Это чудесное место, что мы видели, косулю. Прям очень близко. Она вот тут была. Она во дворе у нас Во дворе была. у нас была. Ты увидел зайца. Я тоже вживую. Огромный, во дворе Да, тоже. вживую. Вот я не видела зайца. Артём видел, а я не видела зайца. Лису мы с тобой видели вместе. Мгм. Тут вот прям возле дома в лесу она прям шла. Лося мы с тобой видели. Лебеди, Бежал. Ну, лебеди, понятно, что мы в парках там видим лебедей. выдра. Цапля у нас ходит. Цапля. Я цаплю тоже вживую нигде. Прям не видела вот так вот близко, как у нас. Вот. И мы слышали чудесный гон лосей. Мы тоже тогда удивлялись. Нам тоже тогда люди писали: вы что, не слышали гон лосей? Ну где же я его могла слышать? Даже если я живу в деревне, это не означает, что я его могла слышать. Хотя у нас тоже там недалеко есть леса. Но здесь прям вот такой глухой лес, и вот нам вот это место дает насладиться вот этим всем, и мы вам можем показать это. Для нас это тоже вот в этом году, да, было все вот Мгм. впервой. Даже вот этот гон лосей, это же просто было. Дедушка приехал на рыбалке, сидел и говорил, такого никогда не слышал. Поэтому, чего вы удивляетесь? То, что мы удивляемся. Вот так вот. Это чудесный этот хутор хоть нам покажет лесных жителей настоящих, на которых можно посмотреть, которых можно увидеть, за которых можно запечатлеть будет на камеру. Поэтому будем ждать. Как Артём сказал, ведем расследование. Кто же у нас тут поселился? Да. Кто-то сачок оставил тут. Зачем он тут? Сачок. Чей-то. Что они тут делают? Смотрите, как сточено дерево на противоположной стороне. Там, где мы были, оно не так видно. Это там, где у нас лодка стоит. Видите? Прям ярко выражено, что это свежеточенное. Что это так долго? Я, походу, нашла, где бобер грызет. Там вообще свеже, туда на лодке надо плыть. Да? Ну, я сняла, но надо там на лодке, можно хорошо сплавать. Прям рассмотреть все. Да? Ага. Ты провела чуть-чуть расследование? Да. Принимайте работу. Ну, слышишь, она сейчас поприятнее стала. На самом деле. Ну, получается как? Тебе надо будет в любом случае участки подготавливать. Тут надо все проходиться, ну, по металлу вот этой, счищать. Что отбилось, то отбилось. Может, то, что не отбилось, сейчас я отбила куски большие, оно подсохнет и легче будет отбиваться. Ну, и я не стала так сильно где-то колупать, чтобы ты сам смотрел, ну, то есть... Я ж не понимаю, сейчас тебе поотколупываю кучу дырок. Потихоньку все делается. Один раз ничего не получится. А нет, Тут постепенно. надо, знаешь, типа элементами ее делать. Да, потому что тут зачищать, доставать Оттуда куски. начинать. Ну Так, да, ту дымоход комнату. вот этот основной идет. Ну, так тут уже приятно. Вот взять вот это еще, мы уже не успеем сегодня. Вот это все вычистим, Мгм. уберемся здесь, и тут уже будет чистота. Уже как таковых пыльных работ тут не будет. Ну как, ну камень этот почистишь, да и все. Ну как бы такого ничего глобального. И, кстати, было много комментариев насчет вот этого вот проема. Да, наверное, вы правы, большинство, да и мы потом в конце догадались, что ее просто сложили полукруг, внутрь же круглый должен быть, полукруг. Ее вот так вот сложили, я уже не помню, там писали в комментариях, как это называется, а потом просто заложили этот Мгм. проем. Мы померили, что пространства нет. Да, но в будущем, если у нас будет большое желание, вот это можно выбрать, сделать сюда такую железную закрывашку, как она там называется, а там вход заложить, потому что у нас здесь есть дымоход.
И мы можем ее спокойно топить, она у нас будет выполнять роль камина, и через дымоход будет выходить дым. То есть у нас как бы тут тузы в наших руках. Как хотим, так и делаем. Хотим, так и оставляем, а хотим, здесь делаем камин для себя. И все. Правда? Я думаю, что оставляем так, как есть. Чего? Камин? Ну, готовить будем. Так тут будешь Кушать. готовить. Потому что тебе ничего не мешает. Тут тебе будет даже вот большой пирог влезет, туда большой пирог не влезет. Там комфорки, там кастрюльку, там, ну, в общем. Так как комфортскую кастрюльку там будешь ставить. Посмотрим. Посмотрим. Слышишь, оно так становится плотно, прям вообще просто. Ну. Нашли откуда, то Да. искали. Единственное, что знаешь, что я думаю, надо придумать какие-то, короче, не гвоздики, ну, чтобы их фиксировать, надо что-то придумать. Надо посмотреть в интернете, или может нам подписчики напишут что-нибудь такое красивое, какие-нибудь замочки, может, или крючочки неудобно, что-нибудь такое, чтобы так чик-чик с 4 сторон можно было закрепить. Но уже другой вид, правда? Вообще просто. Эх, все, сейчас есть такое чувство завершенности. Печь оббили, дверь установили вместе с замком, закрывается, открывается. Не надо сейчас нам замки эти и цепи таскать. Установили один комплект окон, но не покрашенных. Дверь не обработали. Угу. Но мы уже не успеваем. Ну, мы приедем завтра, послезавтра и обработаем. Убрали в комнатах, печь оббили. Ну, короче, мы так неплохо сегодня потрудились. Забрали один комплект целый домой ремонтировать. Ну, и уже надо выезжать. Такая вот. Уже чувствуется, как дом пахнет такой второй жизнью, свежестью. Ты уже заходишь в каждую комнату, и печка это пугала. Печка уже кирпичики, она уже такая красивенькая стоит, уже такая помытая, как будто бы. Такая свежая уже. Вот, поэтому собираемся, встретимся дома. В позапрошлом ролике мы показывали, что у нас взошел лук на грядке. И бабушка вычитала где-то
узнала, что есть решение этого всего. Если у вас всходит зимой лук перед морозами, то нужно просто его засыпать песком, и он остановит свой рост. Решила все-таки сделать в котельной небольшой столик, потому что бывает такое, что нужно где-то что-то подремонтировать, или вот так как с окнами получается, что нужно холодно либо подкрасить, либо подшпаклевать, либо подремонтировать. Да. Мы выяснили, что И это бобер. выдра. Ну, мы не знаем. И что это получится, если они скрестятся? Не знаю. А? Что? Не знаю. Один пользу приносит, кусты выгрызает. Нет, то что, А вторая рыбу что жрет. пользу в природе, что Бог создал, любое живое существо, оно приносит пользу. Просто человек не знает. Мы уничтожаем. Кроты, говорят, роют, мешают, там медведка. Это все, что Бог создал, это должно быть в природе. Нельзя уничтожать. А человек все топчет, убивает. Ну да, если большая популяция, то наверное, чересчур. А скоро Новый год, да. Это Новый год, застолье, празднуют, встречаются, поздравления сюда-туда. Ну, как обычно, ребенок бегает года к 3, Вовочка. Поставили на стульчик, табуретку. Ну-ка, Вовочка, расскажи что-нибудь, стишок. Встает. А наша мама вертолет, всех, а папу вот. Всем, то есть, а папе вот. Мы поняли, да? Мама, ты что, сынулик, ты что ты такое? Папа говорит, тоже вертолет, всех, а мамку вот. Бабушка в спальне выходит, открывает дверь. Внучек, а что, кто тебе такого навчил? Что ты? Бабушка тоже вертолет. Это и говорит, и смерти ждет. Там поймут. Вот такой стишок. Под Новый год. Под Новый год. Ну как? Рассказал стишок. Ну вот, видишь?
Даже завесы, это самое. Ну, там все целое, вроде остальное. Нормально. Только стекла поменять, и все. Нормально. Он зачистит, и мы покрасим, и будут еще окна 100 лет стоять. Еще столько же. Вторая Ну, жизнь. Нормально. Да, я тоже так думаю. Да. Поликлиника, заходит из деревни бабка, сидит врач. Доктор, мне нужен глазнюк. Окулист, говорит, женщина на втором этаже. Аушнюк. Окулист, говорит, на третьем. А вы так, каже, кто? Ну, говорит, вообще-то я гинеколог, но как по-вашему, то я не знаю. Вот это новогодняя история дела. Добрался я до маленькую мастерскую сделаем. Потому что, ну, мне на самом деле на улице с такой погодой, как сейчас, то туман, то мороз, то дождь, то еще что-то, неудобно. А так. А ты куда? Я пойду к бабушке. Она сейчас будет делать вареники из черники, из постного теста. Сейчас же пост. Поэтому это будут не такие, как мы обычно едим, а будут на постном тесте. А мы уже как-то пробовали. Ну да. Ну, ж часто, когда постится, Они делают тоже вареники. вкусные очень. Ни сахара, ничего. Сахара нужно там чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Сами придумываете рецепт? Ну, а що? Так у вас любое тесто выходит. Тому що ж їсти то надо, що то в пост. Мне кажется, вы из воды и муки сделаете вкусные пирожки. Никаких секретов не надо. Это у вас будет как заварное, да? Ні. Бо ж якщо так, то воно сильно такое жорсткое. Завернуло воно чуть м'якше тісто. Обично додають яйцо, але як я пощу, то буде чисто вода і мука і все, сольки, чуть-чуть сахара. То готово. Зараз ми його прикриємо, хай воно дихне 10-15 минут. І тоді будемо. Дочка. Дочка. Це чисто м'ягеньке достало.
Надо не быть посторонних. То есть я посторонняя, да? Значит, воспринимаю. Ты за хату не идет. Матроски, как вот крейзер в хате. Получается, вы ягоды берете замороженные для чего? Чтобы они не потекли? Да. Щоб вони не текли. Їх залепити їх трудно. Угу. Не розтануть вареники. Ну и там, получается, весь и сок останется. Ничего не вытечет. Все с ягодой в варенике будет. Но это будут вареники, не те пирожки, которые один наелся и все. Это Ну так. там тісто на кефірі. Мгм. А так і яйцо там, а так як пост, а я пощу, то Ну ничего, мы снимем еще на потом. кефірі не можна. Мы потом снимем рецепт с теми вашими Мгм. пирожками. Як пост кончиться, Ну, то всі то ждуть. тоді. Зараз я так сама придумала. Не знаю, щоб воно не розварилось, прийдеться і смотрим. Не розлізлися. Аж тісто тоненько. Деякі розклеюються. Треба її перевернути. Пожалуйста. Вареники. Все готово. С пылу с жару. Не кушай. Это для тебя. Тебе прям сейчас самое необходимое. Не видел. Никто Да? не видел еще. Ник, давай. Они горячие. На счет 3. Повернемся. Раз, два, три. Здравствуйте. Здравствуйте. Немножко такие- попозже расскажем. Вот такие у нас новости. Что у нас? Да, как у нас дела? Горячо, может? Горячее? Нет. Ну, это же ее любимая черника. Никош, пошли за стол. Пойдем за стол. Мгм. Покажись. Вкусно? А есть черник. Вот так вот. Вот как вот эти вот полки. На анкер посажу брусок у меня есть. И вот сюда вот сделать такие же полки. Вот тут 15 сантиметров, мне более чем хватит. И они точно не отломаются, будут крепче, чем вот это вот.
уголки вот эти. И вот это вот труха. Поэтому еще тут у меня работы целая куча. Ну пошли попьем чая. Стой! Аккуратно. Ник, нам купаться надо будет полностью причем. Никому не отдает. Это ж так она любит. Чернику, просто ее... Это такие сейчас получились вареники, ну постные, тоненькое тесто, не так, как мы летом ели вот такие. Ничего, мы вам с такими огромными тоже пирожками покажем. Пост закончится, и бабушка приготовит уже, как она обычно делает. Это такой вариант сейчас. Те, кто постятся, у кого есть ягоды, кто-то, может, подзабыл, поэтому доставайте и делайте вареники. Все, я наелась. Вкусно? Все, могу уже спокойно заниматься. Те окна я шпаклевал на улице, мерз. А эти здесь. Она будет высыхать сейчас нормально, шпаклевка. Поэтому... Ну, тем более котельня с теплым полом. В всем слое. У тебя Еще это... лежанку можно поставить. У тебя это губы Что губы? сдают А. тебя, что ты ел. Чернику. Ну да. Короче, вот так вот. Ты, короче, доволен, я по тебе вижу. Ну, конечно. Во-первых, тут порядок, как минимум. Но тебе еще доделать надо. Тут еще, ну да, полки, свет. Тут у меня есть... Ну, отсюда, может быть, и розетку разведу сюда. Ну да. Потому что это постоянно запитанный провод. Мы его специально делали. Не знаю зачем, но зачем-то делали тут вот. Может, свет какой-то, может, что, я не знаю. И розетки, может, сюда еще пару штук разведу. Всё. Ну, еще надо, тут же на чердак еще наверх залазишь сюда. Да, Еще нам надо сюда лестницу раскладывать. и потолок там доделать. То у нас тут вот такая самодельная конструкция когда-то. Нравится просто. Вот. Что мы туда лазим раз? Мы туда Полгода? ложим эти детские вещи, которые собираем зачем-то. Я не знаю зачем. Но у нас там, да, вот. За третьим? Нет. Там одежда от 0 и до 5. Да. Ни одного можно одеть. Угу. Будем разминать. Надо я. Вареники варениками, но дети хотят что-нибудь. Что мы делаем? Мы делаем кекс. Кексики. Я хочу сгущенку. С этой стороны. Да, у нас будут и со сгущенкой вареной, и просто кексы. Тимур не любит особо со сгущенкой. Никуша любит. Мам, а давайте мы секрет сделаем. Но это детям кекс. Мам, а давай мы сгущенку будем готовить, и Тимуру сгущенкой дадим, и посмотрим, как вкусно будет. Давай, у нас будет много кексов. Я двойную порцию делаю. Держи, успевай.
тут это, миску поменяли. Что-то. Зачем мне? Тут они, конечно, очень много кексов напекли. Я уже давно не пекла кексы. Что размахнулись на двойные порции. Я еще буду мазать. И стеночки по кругу мажешь. Да я мазала. Все, есть. Сейчас все зададутся вопросом, почему же у нас Никуша в очках. У нас была такая проблема, она моргала. Чуть-чуть, а потом эти моргания как-то усилились. И не то, что она там моргала, допустим, сидела там в телефоне или что, ну просто она просыпалась, с ночи отдохнувшая и моргала. Ну и, конечно же, мы обратились к врачу, к окулисту, и он назначил ей носить очки в целях лечебных, лечить зрение, чтобы в дальнейшем она эти очки сняла и видела этот мир так же, как видим и мы. Да, у нее сейчас дальнозоркость. Вот, да, у нее особенность, глазик плохо растет, вот, не успевает за ней, она растет быстрее по возрасту и вообще, вот, поэтому вот так вот. Все в порядке, это Нужно- просто лечение. Это, да, это просто коррекция, лечение, ничего в этом страшного нет. Ты украшаешь кексики Да. своей черничкой любимой? Ты уже пробовала? Да. Как И они? буду их продавать. Может, сначала накушаться надо, а потом продавать. Куда ты уже сразу? У меня маленькие помощники. Один дизайнер, другой нам нарезал кекс большой. Да, Тим? Молодец. Подготовил, сказал, мы готовы к чаепитию. Смотри, какой. Красивый? Пахнет изумительно просто. Ты будешь? Не знаю. Чуть-чуть. Давай. Быстро пьем чай и едем на елку. Да. Держи, Тима. Все, будем заканчивать ролик. Такая вот у нас серия получилась. И пироги напекли, кексики. Тут Поработали. пирог получился прям. Ну, дети просили кексы, мама исполнила. Кексы выполнены в 2 видах. Все как заказывали. Все, будем с вами прощаться. Всем спасибо за комментарии, за лайки. Нам очень-очень приятно. Вас становится много. Наша семья растет, и нам это очень нравится. Поэтому оставайтесь с нами, будем реставрировать наш хутор, будем делиться нашу жизнью такая, какая она есть. Мы вам показываем наш быт. Все, всех любим, обнимаем, целуем. Всем пока. До скорых встреч. Пока-пока-пока. Снег кружится за окном, вечер дышит январем, теплый свет из всех квартир
будто весь наш мир на часах уже почти. Город прячет суету, мандаринов сладкий след ведет нас к чуду в темноту. Шарик в детской руке, звезды в маминой щеке. Мы смеемся просто так, как в далеком детстве. Новый год стучится в дверь, праздник наступает. С Новым годом, верь теперь, все, что загадаешь,